Друзья, всем привет, это Большая Камбоджа, Александр. Рассказываю вам о том, как у нас тут происходит жизнь. Всем приятного просмотра. В нашем кафе происходит завтрак. Возможно, слышно, еще такая музыка такая стоит, да, это у нас тут вчера соседка умерла, ее уже сожгли, вот там место, где ее сжигали. Я вам уже показывал, как происходит кремация, тут всех сжигают. И вот еще будет сегодня целый день эта музыка звучать. Она начала играть где-то часов 5, так что пришлось пораньше аж встать. Так, вот на первом тут этаже сделали переустановку. Я сказал, что вы убрали все отсюда мотики. Короче, мотоциклы все переместили в гаражи, поставили тут диван, стол. Даже теща сказала, когда пожила в России, сказала, говорит, слушай, тут мы-то раньше типа на полу ели, а теперь, говорит, я, говорит, все-таки хочу за столом питаться. Так, сегодня я завтракаю здесь. Я вам уже показывал этот завтрак несколько раз. Я уже, правда, вот эти вот маринованные овощи сюда выложил. Маринованные овощи, свинина. Они кто на углях прямо там делают. Очень, кстати, вкусная свинина. Тут яйцо. И вот такой бульон свиных или говяжьих костей. Я уж точно не помню, из чего он тут делал. Но тоже вкусный бульончик. Вот такой завтрак. Стоит он 4000 реалей, короче, $1. А так меня очень часто спрашивают, какой тут уровень жизни, сколько стоит прожить, сколько денег нужно. Но все зависит на самом деле от вас лично, какая у вас потребность. Можно поесть за $1 на улице, а можно поесть, позавтракать в ресторане за 10. В каком-нибудь европейском там купить завтрак. Вот я, допустим, был 3 дня назад в центре города, там был завтрак, он стоил $10. Вот французский такой ресторанчик. Вот как бы здесь такие цены, потому что настолько все здесь многогранно. И так, то же самое, что касается, допустим, жилья. Если вы захотите, допустим, какое-то жилье снять, допустим, вот мы там снимаем жилье для наших сотрудников, $700 стоит двухкомнатная квартира. Очень хорошая, в хорошем комплексе, с бассейном, с тренажерным залом, с сауной. Такие цены. А может, соответственно, как бы жилье снимать и за $50. Вот как я снимал видео про девочку, которая живет за $50. Поэтому тут такой очень сильно большой разбег в Камбодже. И также, допустим, есть магазины продуктовые, где, допустим, все для иностранцев, там достаточно дорогие ценники. Или можно пойти на рынке и купить дешевле, это все намного. Так что контраст здесь очень большой. Вот наша школа, или точнее наш садик. Это написано International School. Все, Тимурик стартует. Все, пока. Пока-пока. А так как я здесь сейчас стал чаще ездить на машине, я вот обращаю на некоторые особенности, конечно, вождения. В пробках, как тут быстро люди там ездят и так далее, и так далее. Конечно, как бы есть определенные проблемы, потому что люди, допустим, линии дорожного движения не соблюдают. От этого создается как бы сам по себе вот такой бардак и кавардак на дороге. Как бы все-таки дорога в Пномпене, в самом движении, само все такое, оно хаотичное. Кто-то может вообще просто на встречку вылететь. Но мотоцикл так это постоянно. А вот сейчас вот буквально машина просто поехала по встречной полосе. Так, а мы приехали на центральный рынок. Я тоже позавтракал, а Эпи хочет позавтракать еще.
Я вам снимал про центральный рынок уже. Сейчас пойдем туда. Так что на центральном рынке можно и позавтракать, и пообедать. Есть все. Ну, это уже было в одном обзоре. Кому интересно, можете посмотреть. Это уж я так снимаю для контента. Посмотреть, что тут изменилось. Не изменилось ничего, все по-старому. Это кмай, да? Какая-то лапша здесь кабаджийская. Я поел сегодня, поэтому я есть не буду. Попью водички. 9,50. Так, это что подали такое? Это лапша, да? Что тут еще? Орешки какие-то. Свинина, да? Что тут? Можешь рассказать? You can explain what's inside. Можешь рассказать, что внутри? You know some noodle, but you see white noodle. Так, рисовая лапшичка здесь какая-то. Что-то тофу. Тофу есть, да? Или не тофу? Вот это что такое? Вот это что? You know spring roll. Spring roll. You know spring roll. Понял. Я решил тоже попробовать и сказать, что тут такое. Чтобы более подробно описать вкус. Вот это еще какая-то рисовая интересная такая штучка. Sugar, you put sugar? No. Чуть-чуть сладковато. А это жареный шпринг-ролл. Ну, такое блюдо, ребят. Первый раз такое пробую. Я говорю, в Камбодже постоянно есть что-то новое. Я просто такое попробовал первый раз. А это вот принесли кофе, да? И чай тебе. Это мне кофе. Я надеюсь, без сахара. Кофе, сахара нет? Да, все стоило, получается, кофе, чай и это лапша $3. Nhưng mà trời bên nhưng mà trong ngắm mẹ. Quay khăn ba con. Đặt cao hành tiền anh ấy đặt ai vô bán cao. Đây thôi là một Ngắm mẹ. Nó mà chăm à? Nó nhưng mà chăm á. nhắm mình xong. Chọc. Спринг-роллы. Ты хочешь маме купить, да? Да, мама. Мама любит спринг-роллы. А, так подожди, ты купила не спринг-роллы, что это такое? Это что такое? папайя. Это... Я понял, это порк-скин, Да, фокски. свиная шкурка, креветочки и папайя-салат. Năm mà lộn bay khác mẹ này. Anh nắng màn một là bay khác màn. Дурянчик. Một con ơi đầm buồn bên con. Так, килограмм стоит $6,5. А так сколько стоит? 17? Очищенный стоит 17. Я очень дуриан люблю. Вкуснейшая вещь. Anh đi.
крабы, такие кальмары. Ох, класс. По стоимости бензина $1 с небольшим 92 и $1.20 95. Практически $1.20. Так, друзья, мы в районе русского рынка. А мы тут, я Эпи должен отвезти. Ей нужно сделать там татуаж. Они сказали 440-я улица. Так вот мы на нее приехали. Здесь. И не можем найти. Я говорю, пришлите GPS, да и все. На самом деле здесь нужно пользоваться GPS. Короче, Эпи пошла. Злая. Так вот, тут есть такая проблема. Вот у них есть улица. И на улице иногда даже нету просто как бы номеров. И здесь как бы найти достаточно сложно, просто навигация работает очень специфически. Так вот, я попросил, ну пускай эта женщина из этого салона пришлет GPS, потому что по GPS самое оптимально ходить. Поэтому, если что, в Камбодже, когда будете, всегда спрашивайте GPS, координаты. Строят вот периодически здесь вот такие развязочки, такие двухэтажные. Мне немножко это напоминает Гуанчжоу, потому что в Гуанчжоу вообще двухэтажные дороги там сплошь и рядом. Тоже вот так вот они проходят сквозь жилые кварталы. Но здесь такие, скажем так, небольшие развязки есть, только для того, чтобы разгрузить этот трафик. Потому что город очень сильно плотный. И при населении 3 миллиона плотность очень большая. И, как правило, трафик очень-очень сложный. Ну и плюс надо понимать, что еще в трафике, движение вообще принимает участие любая техника движущая, всякие телеги, а есть люди, которые телеги сами тащат, или есть, которые к велику прикреплена телега, тук-туки и все остальное, поэтому все это достаточно сильно замедляет движение. Вот даже сейчас я еду сколько тут, 30 км в час тут на спидометре, потому что мили стоят, потому что это американская машина, ну и там стоят километр, 30 км в час, и сами по себе еще водители здесь как бы любят такую спокойную, степенную езду. Она достаточно сильно отличается от той езды, которая есть в России, однозначно. Да, ну и глядеть нужно в оба, потому что может там любой мотоциклист или там какой-нибудь тук-тук просто вылететь сбоку, вообще даже несмотря на то, что есть какая-то там помеха или нет. Поэтому все тут и ездят не очень быстро. Потому что кто-то вылетает и все. Я тоже, кстати, сейчас периодически вылетаю на машине просто. Вперед ты просто лезешь и все. И тебя один фиг тебя пропускают. Так, друзья, мне Евгений подсказал заехать еще в один такой хозяйственный магазин. Он просто огромный. Называется Global. Поэтому всем, кто живет в Камбодже и в Пномпене, прям рекомендую. Очень классный магазин. Так что Евгению спасибо. А мне надо лампу купить на тумбочку прикроватную. Вот тут вот. И лампа есть выбор. Все есть для домашнего хозяйства. А, вон там даже тарелки есть. Мне нужно сюда Эпи привезти. Она здесь найдет свой рай. Вообще класс. И кроватки. И кроватка тогда мне нужна, но что-то можно для дома. Пока тут мы еще стройкой не занялись. Как у нас в планах-то здесь как бы начать сейчас дом строить. Но вот потом сюда вот можно будет приходить.
Так что, друзья, вот такой большой гипермаркет называется Global. Здесь Global. Да. Вот такая большая тут парковка есть. Прям порадовал. Можно будет сюда приезжать. Имейте в виду. Так, друзья, вот еще я заехал в один супермаркет, или точнее это даже гипермаркет. Он называется Макро. А сюда камбоджийцы приезжают за продуктами. Большой такой гипермаркет. Я вам сейчас покажу, что тут в нем есть. Сделаю такую небольшую экскурсию. Ребят, вкратце, большой гипермаркет. Все есть, в общем-то, все, что нужно. Я в основном сюда приезжаю за бараниной. Покупаю замороженную австралийскую. А так тут есть и стейки, и рыба. Ну, не буду в цены там вдаваться. Короче, кому интересно, кто здесь живет, ну, те, кто здесь живет, они знают. А те, кто только сюда приехал или только хочет приехать, имейте в виду, что есть такой большой гипермаркет Макро. Мясо вот такое австралийское, говядина. Не знаю, такое. Это стоит 5,22. Что стоит 17. Короче, такие стейки. Они их явно уже как бы охладили. Это не охлажденка. Они были, скорее всего, замороженные, они их уже просто охладили. А вот, друзья, помните, мы лапки все время покупаем, когда были в России, еще снимали даже ролик. Вот здесь лапки стоят $2.30. Ну, они, конечно, чем отличаются от тех, которые мы покупали там в Окее, да? Они не сломанные. В Окее были сломаны, а это не сломанные лапы. В Азии это деликатес. Алкоголь. Я давно уже такой виски не пью, но вот Джемисон. 61 тысяча. Я вот это вот вино покупаю, пино нуар австралийское, очень вкусное. $11. Может быть, найду томатный сок. Только нужен какой-нибудь европейский, потому что вот этот тайский томатный сок вообще... Ну, не как томатный, к которому мы все привыкли. Мне не дали расплатиться карточкой. Ни Union Pay, ни MasterCard. Сказали, только нужно платить либо местной карточкой, либо наличными. Поэтому имейте это в виду, когда будете здесь. Если вдруг у вас есть местная карта, либо если у вас есть наличные деньги, тогда вы только так можете здесь рассчитаться. Это, конечно, минус этого супермаркета. Я здесь просто давно не был, и вот пока тогда вспомнил, в прошлый раз такая же была история. Так что вот так вот. Что я купил? Тут винишко купил, баранины. Да и так, всякая мелочь. Кастрюлю купил еще. Баранину тушить, керамическую. Так, меня сейчас остановили полицейские. Я такой думал, что такое. У меня хотя бы включен телефон, но я разговаривал как на hands-free. Руки были все на руле. Я такой думаю, что за фигня? Думал, что, может, на красный, что ли, проскочил или что-то еще. Просто проверили права. Здесь, чтобы есть, нужны как бы права местного образца. Они делаются на год. Либо сдавать, идти экзамен, не для иностранцев, как это называется. Права такие уже, которые местные, они даются на 10 лет. А мне придется каждый год их просто перевыпускать. Так. Что это такое ты делаешь? Это краб. Краб, Тимот, краб. Тетка делает краб. Не надо трогать. Еду на тук-туке на встречу с Романом. И заодно в китайском ресторанчике посидим, шашлычков поедим. Вот такая китайская забегаловка. Вот меню такое. Шашлычки. Из баранины, из говядины,
Потом тут суставы есть классные. Вот суставы вообще бомба. И пиво китайское. Чиндао. Все как надо. Хозяин китаец там на входе сидит. А вот там вот жарят эти шашлычки. Ну, вот, как и любая китайская забегаловка, грязноватая. Ничего страшного. Но самое классное здесь вот эта вот лапша. Если будете здесь, попробуйте. Я оставлю координаты, на самом деле, этого места. Кому будет интересно, обязательно сходите. Это настоящая китайская. Вот так жарят шашлычки. Ребята, у них тут такой стоит вентилятор, который тягу делает на углях. Они, конечно, небольшие, но очень вкусные. И это прям в центре. Вот здесь Нага, казино. Ну, кто в Пномпене был, знают. Вот такое место. Так, вот Роман пришел. Роман, привет. Привет. Так, ну вот мы сейчас посидим. Вот, кстати, принесли уже все наши шашлычки. Как я, может, рассказывал, здесь и кальмар есть, и говядина, и самое главное, баранина. И еще вот есть такая классная штука. Рекомендую, когда здесь будете, обязательно попробуйте. Вот это такая свиная шкура. Очень тоже вкусная. Все, я оставлю координаты этого места в ссылке в описании. Да, ребят, и поспешите, потому что уже может ничего не остаться. Ну да. Ну и, конечно же, Чиндао. Классное китайское пиво. Друзья, вот и Евгений пришел. Вы его помните, да? Жень, как тебе китайская забегаловка? Один перец, есть невозможно. Да, ну Жека, понятное дело, не любит острую кухню, а Роме нравится. Я вообще в порядке, кстати, да. Итак, Ром, мы где? Вот Басаклейн. Басаклейн, да? Бар на улице. Бар на улице. Очень интересно, ребят, улица Басаклейн. Если будете в Пномпене, обязательно это место посетите. Такая лестница узкая, да? В какой-то бар идем. В какой-то идем бар с ребятами. Узкая лестница через край. Давайте, парни, я просто... Так, и вот мы сегодня присели вот на втором этаже здесь, В латиноамериканском баре. в латиноамериканском баре, и Евгений заказал виски сауэр с яйцом. Жек сказал, что с яйцом, а виски сауэр без яйца не может быть. Можно быть, пацаны, 75 без яйца, халящики. Нет, без яйца это не виски сауэр. Да, это говно. Потому что виски сауэр это коктейль из Нью-Йорка. Не, круто здесь, да, смотрите. Тут второй этаж, а там внизу это маленькая улица, улица баров, красивая. Такой, ребята, Пномпень хорош, да? Хорош. Да, вот Ночной Пномпень. заведение, первый этаж, там они готовят олисов. А, кстати, И там, там да, есть порция там неплохой барчик. олисер и бутылка шампанского стоит $30. Там, вот заведение на первом этаже. Это, кстати, хороший ориентир, это потому что угловой бар. Ну, идти с девушкой как раз удобно. Класс, класс. И олисер, и шампанское. А какая погода? Какая погода? Не, сегодня? погода сейчас Отметь. вообще супер, супер, Шикарно. просто прохладно. Смотрите, ветерок. Просто прохладно. Сейчас Зелень. самое лучшее время в Пномпене. Обалденно. Начинается. Сезон лучшего времени. Мне кажется, заканчивается. Нет, Ну, только отлично. начинается. Ну, отлично. Вода, проводная. Сегодня прохладно, сегодня шикарно.